Я хз, что это значит. Всем привет, друзья, с вами Инесс, и это такой экспериментальный выпуск шоу «Хочу узнать». Дело в том, что до этого у меня все выпуски были посвящены таким, скажем, соло-фишкам, а этот выпуск будет посвящен тимплейнам, то есть вы сможете использовать их вместе с друзьями. Давайте посмотрим. Чем реально сильна линия Wisp +1 в миде за Radiant? У этой линии есть много фишек и плюсов, но один из главных — это возможность Виспом отводить крипов в лес, тем самым отнимая фарму вражеского мидера и получает дополнительный опыт и деньги. Для начала нам нужно поломать лес для удобства маневра. Делается это легко при помощи тизера. После нам обязательно нужно, чтобы на одном из двух спавнов появились рейнджевые крипы. Если этого не происходит сразу, то делаем даблстакер. В районе 55 секунды бьем по нижним крипам, около 57 по верхним и ведем их влево. Как только на одном из спавнов появились рейнджевые крипы, начинаем заниматься отводами. Для того, чтобы отвести крипов в лес, нужно, чтобы удар рейнджевого крипа, в нашем случае тролля, летел за нами в момент тизера к крипам. В таком случае удар не будет догонять нас, пока мы летим. А когда мы закончим полет и удар настигнет наш шарик, крипы, которые находятся рядом, скажут: «Эй, Вася, кто нашего виспа обижает?» и побегут разбираться. Легкий фарминг, хотя не такой уж и легкий. Чтобы это все получилось, придется немного потренироваться. Еще одна фишечка с виспом. Висп плюс Урза могут убить Рошана на первом уровне. Делается это достаточно просто. Урза начинает бить Рошана, но танкует его Висп. Висп опускает свои хитпоинтсы где-то до планки 50-100, после чего уступает место танка Урзе. Висп ждет, пока у Урзы хп тоже не опустится до отметки 50-100, после чего под тизером начинает лечить обоих. Далее действие повторяется до момента смерти Рошана. Урза, естественно, качает Fury Swipes. Очень важным моментом является закуп. Урза берет Stout Shield и Ring of Protection. Также можно взять танго или хилку. Висп обязательно берет 2 Ring of Protection и 2 хилки. Без колец танковать Рошана будет очень тяжело, а 2 хилки — это необходимый минимум лечения, чтобы справиться с Рошаном. Сегодня у нас много про Виспа, в принципе, Висп, потому что действительно один из самых тимплейных персонажей. Отличная игровая комбинация — это бессмертные Кунка и Висп. Почему бессмертные, спросите вы? Отвечаю. Дело в том, что Висп при должной сноровке может спасти любого героя из любой передряги. Однако сам Висп при этом часто находится под угрозой смерти, так как враг обязательно будет ждать его возвращения через 12 секунд. Но у Кунки есть отличный скилл — X-Mark или просто крест. Кладем крест на Виспа и возвращаем его из лап противника обратно к теплому фонтану. Кунка плюс Висп могут наглеть, устраивать ганги и нападать чуть ли не под фонтан врага, все равно убить их невозможно. Еще один способ убийства Рошана вдвоем на первом уровне — это Лич и Урза. Схема похожая на убийство при помощи Висп плюс Урза, однако понадобится вдвое больше хила. Лич качает Frost Armor, Урза Fury Swipes. Сначала под удар подставляется Урза, как только хп подходит к критической отметке, его заменяет Лич. Следите за тем, чтобы на героях всегда висел Frost Armor. Опять же, достаточно важен закуп. Берем по 2 хилки на каждого героя. Урза также покупает Stout Shield и Ring of Protection. Лич может обойтись и без кольца. У ультимейта Хускара есть одна очень интересная особенность. Дело в том, что он отнимает хп в процентах. То есть Хускару не особо важно, какое количество хитпоинтов у противника, он все равно отнимет лишь определенный процент. Однако этот процент может быть более 100, если чуть-чуть помочь Хускару. Например, ультимейт Хускара с Аганимом плюс Decrepify Пугны плюс Вейл отнимают примерно 95% хитпоинтсов. Но если к Decrepify добавить что-то более мощное, чем Вейл, к примеру Ancient Seal Скаймага, то урон превысит 100%, и ульт Хускара убьет противника с абсолютно любым количеством хитпоинтов. Конечно, если речь не идет о каком-нибудь антимаге, так как урон с ульта Хускара магический. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился мой первый выпуск тимплейного «Хочу узнать». Пишите, понравилось или нет, нужно ли развиваться в этом ключе, то есть больше каких-то фишек для игры вдвоем, втроем, может быть даже командной игры вам говорить. Так что все, пишите вот в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и приходите через неделю, расскажу вам еще что-нибудь интересное. Пока! Я хз, что это значит. Вот такой формат, если вам понравится, вы обязательно потом мне дадите фидбэк. Ну а сейчас давайте попробуем посмотреть, что я... Слишком долго, наверное, быстрее. Сейчас, давай заново. Вот. Для того, чтобы отвести крипов в лес, Для того, чтобы отвести крипов в лес, нужно... Рот!
Для того, чтобы отвести крипов в лес, нужно, чтобы удар рейнджевого крипа, в нашем случае тролля, летел за нами в момент тизера к крипам. В таком случае удар не будет догонять нас, пока мы летим. А когда мы закончим полет, удар настигнет нас. Вот. Да. А когда мы закончим полет, удар настигнет наш шарик. Крипы, которые находятся рядом, скажут: «Эй, Вася, на нашего веспа нападают», и побегут куда-то там. Короче, ладно, давай теперь я тут прочитаю.